Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодня мы с вами поговорим о любимых ароматах наших звезд. Чем же пахнут наши звезды? И начнем мы сегодня с легенды, с женщины, которая, мне кажется, на постсоветском пространстве буквально известна всем. Даже если вы не слушаете ее песни, если вы не являетесь ее поклонником, то наверняка вы все равно знаете ее песни. И я говорю про легендарную Аллу Пугачеву. Женщина-звезда, примадонна, настоящая глыба и мастодонт. Яркая, сильная, неординарная, но без сомнения очень талантливая. И одним из любимых ароматов примадонны, которым она пользуется уже много лет, является вечерняя вода от Сислей. И это тот самый случай, когда аромат удивительно подходит звезде. Он такой яркий, он напористый. И хотя он заявлен брендом как женский, мне он кажется таким травянисто-шипровым унисексом. В нем есть напор, и в нем есть сила. Это мощный, запоминающийся, очень яркий действительно аромат. Строгий, чуть терпкий, я не представляю, если честно, в нем молоденькую такую нежную девушку. Скорее он для зрелой, уверенной в себе женщины. По моему восприятию он чуточку ретро, очень строгий, такой классический. Стартует цитрусами, нотами грейпфрута и мандарина. В средних нотах это мох, можжевельник в соединении с цветочным букетом из гвоздики, ириса, розы, серинги, лабданума, жасмина и ландыша, а также иланг-иланг, перец и пачули. В его базе мускус и амбра. В одном из прошлых своих видео я делала разбор певицы Леди Гага. И я упомянула о том, что я не представляю, кто бы на нашей эстраде по своему образу, по своей подаче примерно был бы с ней схож. И моя прекрасная подписчица Евгения, большое вам спасибо за то, что в комментариях вы подсказали, что это может быть Жанна Агузарова. Действительно, здесь есть определенное сходство и можно привести аналогию. Но мне кажется, что где Леди Гага училась, там Жанна Агузарова преподавала. В свое время она произвела настоящий фурор, ее появление было космическим, чем-то необычным, диковинным, и ее образ на нашей постсоветской эстраде, мне кажется, так и не смог никто повторить. И если честно, я была очень удивлена выбором Жанны, потому что в одном из своих интервью она упомянула, что ей нравится парфюм от Versace Crystal Noir. Это чудесный аромат, но по моему восприятию я ожидала от Жанны Агузаровой чего-то более эклектичного, чего-то более яркого и нестандартного в выборе аромата. В то же время это действительно отличный парфюм, и я знаю, что у него очень много поклонниц, тем не менее он подходит далеко не всем. Для некоторых он немного тяжеловат, поэтому тут нужно выбирать под себя. Он такой плотный, густой, сандалово-кремовый. Я в нем улавливаю чуточку кокосовой ноты, которая как будто бы смешана с ароматом уходовых средств, чего-то кремового. Звучит очень интересно, многогранно, имеет отличную стойкость и хороший шлейф. Для меня это такая хорошая, люксовая, специево-сандаловая гурманика. В его верхних нотах перец, имбирь и кардамон. Далее идут кокос, гордения, пион и цветок апельсина. В базе же сандал, мускус и амбр. И закончить сегодняшний выпуск я хочу ярким, неоднозначным, а в некоторой мере даже скандальным дуэтом Тату. В годы моей юности, когда я училась в школе, в институте, они стали действительно прорывом. Тема запретной любви тогда была в новинку, в диковинку. Это было что-то запретное, но тем не менее очень интересно, нестандартное. Но нужно сказать, что кроме вот этого эпатажа у них были очень неплохие песни. И поэтому их слава вполне заслужена. Сейчас, конечно, темой лесбийской любви не удивить никого, но в то время это было что-то запредельное. Конечно, как мы знаем, все это оказалось всего лишь пиаром, все это была просто игра на публику, но тем не менее это сработало. Юлия Волкова была очень яркой, очень зажигательной. Ее вокал с такой характерной хрипотцой был достаточно оригинален. Сейчас, к сожалению, я знаю, что у Юлии проблемы с голосовыми связками. Она делала операции. И я искренне желаю, если это, конечно, возможно, вернуть ей свой голос.
В своих интервью Юлия говорила, что ей нравятся необычные, оригинальные ароматы, которые, может быть, будут понятны не всем, но ей хочется какой-то нестандартности в выборе своего парфюма. И среди ее любимых парфюмерных марок это Монталь, это Молекула и Киллиан. И в частности, Юлия Волкова упоминала, что одним из ее любимцев является аромат Straight to Heaven от Киллиан. Бренд позиционирует его как мужской аромат. Тем не менее, я знаю, что среди поклонниц есть множество женщин, и он все-таки чуть больше в сторону унисекс. Здесь, по моему восприятию, главенствуют пачули, также очень слышна нота кедра и мускатного ореха, а такая пьянящая аромовая нота, несомненно, делает его очень притягательным, таким глубоким, очень интересным. Также мне он нравится такой умеренной сладостью, и вот это соединение пьянящих нот, чуточку сладости и прекрасных ярких пачули делает его таким неординарным, дорого, статусно звучащим. При этом я бы сказала, что здесь есть какая-то шоколадная, возможно, нота в пирамиде, она не заявлена. Возможно, это комбинация рома и ванили, или ванили и сухофруктов, я не знаю, но как будто бы я здесь слышу иногда и шоколадную нотку. Стартует он ромом и сухофруктами, далее идут пачули, мускатный орех, жасмин и гидеон, в базе же кедр, ваниль, бобы тонка, мускус, амбра, гвояк и кожи. Яркий неординарный аромат, выбор яркой и неординарной Юлии Волковой. Вторая же солистка группы Тату, Лена Катина, по моему восприятию, она была как бы противоположностью Юлии. Если образ Юлии был более дерзким, она такая пацанка, то Лена, она была чуть более нежной, как будто бы чуть более женственной. И почему-то всегда Лена Катина мне напоминала Венеру Боттичелли. Я не знаю почему, я понимаю, что здесь нет никакого сходства. Возможно, все дело в цвете, оттенке волос. По словам певицы, ей нравятся цветочно-восточные ароматы, и ее любимым ароматом является Chinatown от Bond. Для меня это очень красивый, такой насыщенный цветочный букет в облаке специй и благовоний. Очень стойкий, шлейфовый, возможно, чуть более зимний, чем летний, но это просто мое восприятие, летом я его не представляю на себе. Аромат теплый, сексуальный, яркий, женственный, и мне очень нравится, как он играет, потому что при нанесении первое время это цветочный букет, здесь больше нежности, больше цветочности, а потом уже вступают те самые благовония. Так, вначале это тубероза, гордения, цветок апельсина, пион, а также цветок персика и бергамот. В базе же это совсем другое настроение. Здесь уже кардамон, ваниль, сандал, гвояк, пачули и кедр. Но на этом у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, ваши комментарии, а также за вашу подписку. Пожалуйста, если у вас есть идеи, кого из звезд мы будем разбирать в следующих выпусках, напишите мне об этом в комментарии. Ну а я, как всегда, желаю вам хорошего дня и чудесного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!